Президент внезапно зовет на переговоры тет-а-тет. Путин наконец-то одумался. Москва уже получила ответ Зеленского. От повесток теперь не убежать. Новое правило, которое меняет все. Конгресс решил, что президентом можно становиться неограниченное количество раз. И мы все знаем, кто этим воспользуется. Что это, диктатура или демократия? В Европе назвали дату нападения. Все случится очень скоро. НАТО начинает экстренную подготовку к вторжению. Финляндия закрывает всемирно известную организацию. Она себя уже изжила. Уникальный рецепт молодости от известного голливудского актера. Вы обязаны об этом узнать. Эти и другие события субботнего утра 2 августа. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Ядерная катастрофа может начаться раньше, чем ваш отпуск. После оскорбления Дмитрия Медведева в Telegram и в соцсети X Дональд Трамп не стал молчать. Он заявил, что приказал выдвинуть 2 атомные субмарины ВМС США ближе к российским рубежам. Причина – дурацкие и провокационные слова замглавы российского совбеза, которые, по словам Трампа, цитирую опять, могут привести к непредвиденным последствиям. Исходя из весьма провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, который в настоящее время занимает пост зампреда Совета Безопасности Российской Федерации, я отдал приказ о размещении 2 атомных подводных лодок в соответствующих районах на случай, если эти дурацкие, разжигающие конфликт заявления окажутся большим, чем просто словами. Слова имеют большое значение и часто могут привести к непредвиденным последствиям. Эскалация началась с того, что Медведев назвал ультиматум Трампа по Украине театральным, добавив, что России все равно. Позже он уже напрямую обвинил Трампа в провокациях и заявил, что тот, цитирую, идет по пути сонного Джо. Теперь ответ в духе Трампа без дипломатии, но с атомными подлодками. Шоу продолжается. И продолжается уже и на Мосбирже. Рынок тут же среагировал. Индекс Мосбиржи резко пошел вниз. Пока российские инвесторы считали, что перепалка в соцсетях – это просто шум, Трамп показал, что для него это повод задействовать флот. На этом фоне Brent снова рвануло вверх более $70 за баррель. Чем это пахнет? Не нефтью, а эскалацией. Зеленский снова зовет на встречу. Хватит игр на техническом уровне. Президент Украины заявил, что готов к переговорам напрямую с Путиным. Если в Кремле действительно хотят мира, а не паузы перед новым наступлением, то момент настал. Мы слышим заявления из России. Если это сигнал о готовности достойно закончить войну, а не попытка отсрочить санкции, мы подтверждаем. Украина готова к встрече на уровне лидеров в любое время. Зеленский напомнил, что США предлагали такой формат, и Киев его поддержал, потому что ясно, кто принимает решения в РФ и кто лично может остановить бойню. И это понимает весь мир. Зеленский также отметил усилия Дональда Трампа по остановке войны. Цитирую далее президента Украины: «Мы благодарны каждому, кто работает ради мира и помогает защищать жизнь». Конец цитаты. Тем временем Путин продолжает гнуть старую линию. Он подтвердил, что ультиматум, озвученный летом 2024 года, остается в силе. Полное выведение украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в административных границах. Украина сегодня бегом должна просить его: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся. В противном случае, через несколько, месяц, 1,5-2, не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют. Вернут. Ну, вернут, да. Вот, поэтому надо договариваться. Если они хотят чего-то, они должны к этому бежать. Беларусь внезапно формирует новую бригаду сил спецопераций прямо в Гомельской области у самой границы с Украиной. Об этом заявил командующий белорусскими силами специальных операций. Было принято решение для усиления именно южного участка. На сегодняшний день это самое, так сказать, беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе.
Именно сейчас, на фоне войны и тотального напряжения, Минск наращивает военное присутствие в регионе, где каждый шаг может привести к эскалации. Зачем? Подготовка, провокация, маневр. Бригада – это не простой патруль, это тяжелая сила, и ее размещение в этом районе – тревожный сигнал. Киев уже усиливает наблюдение на севере, пока Лукашенко летает в Москву, на границе строятся казармы. В Европе посчитали, когда они будут готовы воевать с РФ. Через 5 лет Россия может стать реальной военной угрозой для континента. С таким тревожным прогнозом выступил начальник Генштаба Франции Тьерри Буркхарт в интервью The Economist. По его словам, российская армия остается выносливой, многочисленной и опасной, а опыт ее бойцов позволяет им выживать дольше. В конфликте российский народ всегда выживет на 5 минут дольше нас. Его опыт, огромная численность и выносливость делают российскую армию эффективной и, следовательно, опасной. Генерал считает, что Европе необходимо срочно адаптировать свои методы войны и менять структуру армии. На поле боя решающими станут не только крылатые ракеты «Скальп», но и дроны, координируемые одновременно в воздухе, на земле и на море. Побеждать будут не те, у кого больше техники, а те, кто умеет правильно ею пользоваться. Буркхарт подчеркивает, США нас не бросят, но европейцы должны укреплять собственную ось – Франция, Германия, Великобритания. Это трио может стать опорой НАТО, а если все зайдет слишком далеко, генерал не оставляет сомнений. В крайнем случае на сцену выйдет ядерное сдерживание. Боевые повестки теперь будут приходить по почте. Уклониться не получится. Кабинет министров Украины утвердил постановление, согласно которому повестки на мобилизацию и отправку в часть теперь можно направлять по почте рекомендованным письмом с уведомлением и описью вложения. Ранее такие документы вручались только лично и только под подпись. Нововведение касается тех, кто уже прошел медкомиссию и профотбор. Если человек отказывается получать письмо или не является по повестке, это будет считаться уклонением от мобилизации и повлечет уголовную ответственность. Сами повестки по почте в Украине начали отправлять еще в 2024 году, но боевые только сейчас. Теперь даже не расписываясь лично, призывник официально будет считаться уведомленным. Кадыров ожил на велотренажере. После слухов о том, что глава Чечни чуть не утонул и вообще исчез, он снова объявился в эфире. На этот раз крутит педали на велотренажере и бодро сообщает, что возвращается к полноценным нагрузкам. Мол, тренер уже составил для него своеобразную программу. Перерыв, Горячев. Перерыв. Восстановление мышц. Но вместо того, чтобы развеять слухи о своем состоянии, Кадыров своим появлением подогрел их еще больше. Лицо странно худое, голос глухой, а речь как будто читает по бумажке. Хотел доказать, что жив и бодр, но практически убедил в обратном. Идея себя изжила. Старой организации нужны новые правила. Глава МИД Финляндии заявила, что организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть ОБСЕ, необходима перезагрузка с учетом новых угроз, таких как гибридные атаки, климат, дезинформация и гонка вооружений, разогнанная Россией. По ее словам, настало время строить ОБСЕ 2.0, сохраняя прежние принципы, но добавляя новые. Делать это нужно не только с участием правительств, но и всего гражданского общества. Во-первых, нам нужно видение, и нам нужно начать строительство ОБСЕ 2.0. Общая картина мира положительна, но в то же время наше общество сталкивается с новыми угрозами, такими как угрозы, исходящие от злонамеренных и гибридных действий, изменения климата или дезинформации. Между тем, старые угрозы сохраняются. Из-за России возобновилась спираль гонки вооружений, и во многих странах демократия подвергается испытаниям. В рамках реформ Валтонен объявила о запуске фонда «Хельсинки плюс 50» для поддержки добровольного финансирования деятельности ОБСЕ и добавила, что ключевым приоритетом остается утверждение бюджета организации. Конгресс одобрил конституционные поправки, которые открывают путь президенту к бесконечному числу сроков. Все это по инициативе партии действующего главы государства, полностью контролирующей парламент Сальвадора.
Этой реформой мы передаем власть тем, кто всегда должен был ее иметь, то есть народу Сальвадора. Поддерживать или не поддерживать президента, поддерживать или не поддерживать депутата, поддерживать или не поддерживать муниципальный совет – все просто. Если вы, сальвадорский народ, согласны с тем, как президент выполнял свою работу, то можете проголосовать за него снова. А если не согласны, то голосуйте за лучший вариант. Поправки не просто отменяют запрет на переизбрание, они продлевают президентские полномочия с 5 до 6 лет, отменяют второй тур голосования и синхронизируют все выборы в один день. Иными словами, максимально комфортная система для тех, кто уже у власти. Букеле в прошлом году переизбрался, несмотря на прямой запрет в Конституции. Это стало возможным после решения лояльного ему Верховного суда. Теперь же ограничения убрали окончательно, законодательно. Вы обрекаете будущее поколение лишь потому, что хотите удержаться у власти. Эти поколения, например, мои дети, моя годовалая дочь. Вы уже сейчас лишаете права выбора, принимая за них решения, последствия которого могут продлиться неизвестно сколько лет. Потому что, оказавшись в президентском кресле, от власти потом уже не отказываются. Как думаете вы, демократия или авторитарный спектакль с бюллетенями в руках? Мир вглядывается в Сальвадор и узнает знакомый сюжет. Ученые пошли на радикальный шаг, чтобы остановить браконьеров. Теперь рога носорогов светятся, в прямом смысле. В них вводят радиоактивные изотопы, чтобы сделать любой рог смертельно невыгодной добычей для браконьеров. Метод безопасен для самих животных, но смертелен для теневого бизнеса. Проект Райзотоп разработали в университете Витватерсранда при поддержке МАГАТЭ. В рог животного под наркозом аккуратно вводят малую дозу изотопа. Сканеры, которые раньше ловили контрабанду урановых стержней, теперь могут ловить радиоактивные трофеи прямо на границе. Очевидно, что все эти носороги оказались здесь, потому что они осиротели, их матерей застрелили, их забили из-за ценности рогов носорогов. Теперь, благодаря проекту Ризотоп, этот рог нельзя вывести никуда. Он радиоактивен, его нельзя пронести через аэропорт, порт или таможню, сработают сирены. Это замечательно, я вам говорю, что может стать святым Граалем для спасения вида. Эксперты уверены, если эксперимент сработает, такие технологии можно будет применять и к другим видам, например, к слонам или панголинам. Теперь охрана природы получает в союзники ядерную науку. А вы как относитесь к подобным способам борьбы с контрабандой? Обязательно пишите в комментарии. Энтони Хопкинс надел бандаж от Skims, тот самый из бьюти-линейки Ким Кардашьян, который обещает подтянуть овал лица и снять отеки. Актер уверяет, стал выглядеть моложе на 10 лет, но интернет уже ликует, это же маска лектора, и сравнивает кадры из «Молчания ягнят» с рекламой Skims. Привет, Ким, я уже чувствую себя на 10 лет моложе. Пока. Голливудская ирония, маркетинг и немного ужаса. Все в одном селфи. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.